Приветствую вас, друзья! Я Владимир Козловских. Это канал «Золото, валюта, богатство». Американский дядюшка Джо сильно чудной. Он либо нас считает за идиотов, и тогда он провокатор, либо он и те, кто ему пишут, сами слабоумные. В американской военной доктрине черным по белому написано: Россия – враг. Тогда что же он нам парит по телеку про то, что они нам почти братья? Типа: братья-индейцы, мы пришли вам помочь и привезли вам одеяло. Ну да ладно, это просто слегка мой эмоциональный бунт против попыток считать нас тихими идиотами. К золоту в долларе сейчас имеет косвенное отношение. Но само противоречие, прозвучавшее в словах Байдена, очень симптоматично для предстоящих как минимум ближайших 5-8 лет. Идут невидимые, но очень масштабные процессы в экономике, геополитике и военно-технической расстановке сил. При этом политики по максимуму олицетворяют фразу: язык политику дан, чтобы скрывать свои мысли. Политики говорят одно, а рынки, как правило, честнее. Поэтому переходим к корректировке краткосрочного прогноза по золоту в долларе. Сначала напомним основные моменты предыдущего прогноза. В ролике «Золото. Прогноз на 3-9 месяцев на январь 2022 года» от 12 января 2022 года. И посмотрим результаты его исполнения. Ссылка на этот ролик сейчас на экране и под этим видео в его описании. Основных моментов два. Мы обозначили зону разделения краткосрочных сценариев 1670. Вот эта нижняя граница. 1920 долларов. Границы этой зоны обозначены толстыми синими линиями. Вот одна, вот вторая. Пробой верхней границы будет означать смещение зоны наиболее вероятного нахождения золота в диапазон 1820. Вот это вот нижняя граница. 2050, то есть это вот эти вот две зеленые линии. И резкое увеличение вероятности выполнения критериев развития более масштабных тенденций, нежели колебания в зоне 1700-2050. То есть вот в этой вот зоне. Это среднесрочный сценарий колебаний вот в этой зоне. Выход за эту зону – это начало реализации более долгосрочных сценариев. Подробно долгосрочные сценарии мы обсуждали в роликах «Золото-доллар 3», часть 1, глобальный прогноз на 10-15 лет от 26 октября 2021 года. И в ролике «Золото-доллар 5. Ультиматум Казахстан-золото. Обновление прогноза на 10-15 лет от 6 января 2022 года». Ссылка на эти ролики сейчас на экране и под этим видео в его описании. Также в предыдущем январском краткосрочном прогнозе на 3-9 месяцев мы дали зону наиболее вероятного нахождения золота на вторую половину января и начало февраля. Диапазон 1760, вот он, 1860. Этот диапазон обозначен тонкими синими линиями. Отметим, что вторая половина января и начало февраля точно уложились в наш прогноз. 90% времени золото находилось в этом диапазоне. С окончанием января и началом февраля картина существенно изменилась. В феврале появился новый критерий краткосрочного на 2-3 месяца, на диапазон 2-3 месяца, то есть на горизонт 2-3 месяца роста золота. Это пробой вверх уровня 1878. Вот этого. То есть это максимум октября. Здесь чуть выше, потому что здесь, то есть на графике чуть выше, потому что это фьючерсный рынок. Я говорю по спотовому рынку цифру 1878. 15 февраля этот критерий был выполнен. Здесь чуть-чуть график ниже, на самом деле он повыше. Вот здесь находится сейчас. Этот факт существенно усиливает вероятность развития критериев среднего и долгосрочного роста золота. Вы, наверное, помните, что если мы говорим о росте или падении золота к какой-нибудь валюте,
то на самом деле мы подразумеваем, что эта валюта колеблется к золоту. Оно просто является более качественной валютой и никуда не движется. Подробно мы об этом говорили в ролике «Роль золота в определении качества облигаций, недвижимости, акций» от 15 февраля 2022 года. Ссылка на этот ролик сейчас на экране и под этим видео в его описании. После реализации этого критерия пробоя максимума октября 1878 долларов вот этого максимума, зона наиболее вероятного нахождения золота в ближайшие несколько недель смещается от значения 1760, то есть вот отсюда, 1860, в зону 1810, переношу эту линию, 1900, вот сюда вот примерно. Сейчас золото находится вблизи верхней границы этого диапазона, чуть повыше, чем отображено на графике. Предыдущий критерий увеличения вероятности краткосрочного роста, пробой вверх уровня 1920, это вот этот вот, также остается в силе. С той лишь разницей, что вероятность его реализации повысилась в результате только что обсуждавшейся реализации критерия роста, который находится ниже. То есть это вот этого. Помимо этого, в случае, если золото в течение февраля не опустится ниже 1720, то есть ниже вот этого уровня, то есть вот он февраль, мы говорим, что если золото вот ниже, чем сюда, не опустится, а вероятность этого очень низка, потому что у нас в районе 1810-1800 очень жесткая, очень сильная поддержка. Поэтому с высокой вероятностью максимум февраля, который только еще сформируется. То есть вот сейчас февраль не закончен, и максимум вот здесь. Где бы максимум февраля не сформировался, если золото вот сюда вниз не опустится, то пробой этого максимума в марте, либо он будет вот здесь вот ниже максимум, либо он здесь сформируется, будет еще очень сильным сигналом для перехода роста в средний и долгосрочный рост. То есть пробой 1920, пробой максимума февраля, там где он сформируется, будут сильными сигналами для роста. То есть несмотря на то, что мы уже сформировали один сигнал для роста, у нас формируются еще два. То есть один сформированный, который мы раньше говорили, и тот, который сформируется после закрытия февраля. Если золото не опустится ниже вот этой зоны. Пробой вверх максимума февраля, где бы он ни сформировался, то есть вот он февраль, который еще только формируется. Критерий краткосрочного роста золота примерно в течение 2-3 месяцев. Но одновременно он будет и очень сильным сигналом для среднесрочного роста, вплоть до верхней границы диапазона 20-50, вот до сюда. Это произойдет потому, что для пробоя будущего максимума февраля, когда он сформируется, есть два варианта. Первый вариант. Максимум февраля формируется выше уровня 1920, то есть выше вот этого значения. С этим вариантом понятно. Если в феврале произойдет пробой уровня 1920, достаточно сильного критерия для увеличения вероятности среднего долгосрочного роста, то тогда пробой максимума февраля только лишь усилит действие вот этого критерия. И всю логику, которую мы обсуждали в двух предыдущих краткосрочных прогнозах. Гляньте, если подзабыли. Второй вариант. Это случай, если максимум февраля сформируется ниже уровня 1920. Где-то вот здесь. Допустим, там, где он находится сейчас, и в ближайшие пару недель произойдет куда-нибудь коррекция вниз. Тогда его пробой, если он произойдет, будет означать, что становится очень высокая вероятность того, что золото будет расти или как минимум не падать в течение 2-3 месяцев. А это, поскольку вот эта зона очень маленькая, вот она,
между его максимумом, если он будет ниже сформирован, и максимум 1920. Очень маленькая. И вероятность прохождения вот этого расстояния в течение 2-3 месяцев, чрезвычайно высокая. И как только этот пробой произойдет, уровень 1920, то реализуется тот случай, который мы рассматривали перед этим. Верхняя граница прогноза краткосрочного диапазона наиболее вероятного нахождения золота, то есть вот этот вот диапазон, а граница 1900, вот это, она достаточно условная. Это не гранитный потолок. Больше это зона притормаживания или консолидация, как говорят в техническом анализе. Уже сейчас можно говорить о примерной продолжительности роста или, по крайней мере, не падения золота, то есть нахождение примерно вот в этой зоне. Наиболее вероятно, рост или не падение золота продолжится до мая-июня. То есть примерно до этого срока, то есть примерно через это время, то есть золото покажет максимум, примерно в мае-июне. Вероятность и точность этого прогноза увеличится, если произойдет пробой максимума февраля. То есть если золото преодолеет вот этот максимум 1920. Реализация обоих этих критериев, то есть пробой вот этого максимума и максимум февраля, там где он сформируется, еще сильнее увеличит качество этого прогноза. Если же произойдет пробой обоих этих уровней и золото хотя бы пару месяцев будет выше уровня 1830, то есть выше вот этого уровня, то есть произойдет пробой вот этого места, максимум февраля, где он сформируется здесь или там, и золото поколеблется вот в этой зоне, то высокую вероятность приобретет проектировка продолжительности роста золота, то есть максимум оно покажет тогда только к 2023 году. То есть примерно через пару лет, примерно вот в этом диапазоне. Критерий отмены описанных выше сценариев остается тем же, что и был в предыдущих двух прогнозах. Пробой вниз уровня 1672, то есть вот этого минимума. То есть это минимум прошлого года, 2021. Развитие этого сценария мы здесь обсуждать не будем, потому что рассматривали его полностью в декабрьском и январском краткосрочном прогнозах, поэтому если подзабыли, то, пожалуйста, просто там гляньте, в тех роликах. Теперь посмотрим операционно-управленческий смысл приведенного анализа и прогноза. То есть, грубо говоря, какова может быть тактика наших возможных действий по управлению позицией. Первый реализовавшийся критерий пробой максимума октября, вот этот вот, 1878 долларов по споту, который обсуждался выше, это первый слабенький критерий начала формирования тренда. Вверх в месяцах. Первый. Вероятность и силы этого критерия увеличится, если будут реализованы следующие два критерия, о которых мы только что говорили. Теперь очень аккуратно и внимательно. Как мы обсуждали в предыдущем ролике и в роликах «Золото-доллар 4. В чем хранить деньги. Нейтральная позиция в золоте» от 12 декабря 2021 года, и в ролике «Возврат в золото. Управление структурой сбережений. Январь 2022 года» от 13 января 2022 года. Ссылка на этом видео и в его описании под этим видео. Наша средняя и долгосрочная нейтральная позиция – это позиция в золоте. Подчеркиваю, нейтральная позиция. Но иногда могут реализоваться условия инвестирования в валюту или другие активы. Поэтому позиция в долларе или какой-либо другой валюте – это инвестиция из золота. Либо в эту валюту, либо транзитом через нее в какой-либо инструмент. Например, в депозит или облигацию. Другие, более сложные инструменты мы сейчас затрагивать не будем, поскольку подробно будем смотреть на них позже. Условием инвестирования из золота в валюту, то есть продажа золота за эту валюту, является наше предположение того, что золото в этой валюте будет падать. Тогда, если у нас есть инструмент, например, депозит с понятной доходностью в этой валюте, то он будет расти в золоте и приносить
доход в золоте. Если наш прогноз окажется правильным, мы получим реальный доход. Именно это и происходило последние 1,5 года. Всего вот этот вот период. То есть это была коррекция небольшая, на которой мы и возбудились. С середины 2020 года мог быть сделан прогноз на коррекцию золота в течение 2-3 кварталов. Напомню, что среднесрочная тенденция, которую мы корректировали, то есть на самом деле вот эта коррекция, это коррекция вот этой вот среднесрочной тенденции, которая в 2018 году началась, и в 2020 году началась ее коррекция. То есть вот это основное движение, это пока коррективное. Вся тенденция, то есть, тенденция 2018-2020 года это только часть всей тенденции, то есть это ее кусочек. Вся тенденция выглядит вот таким вот образом. Вот она. То есть вот эта вот тенденция, это составная часть вот этой. То есть мы так мелко туснулись в доллары на годик-полтора, а теперь смотрим, как выскочить с небольшой. То есть вот здесь вот мы туснулись против вот этой вот тенденции на несколько кварталов, а теперь смотрим, как нам с копейкой, пардон, с золотничком выскочить. Возвращаемся обратно. Так вот, пробой уровня 1920, вот этого, это критерий окончания тенденции вниз в месяцах. То есть, если вот здесь мы ее как-то идентифицировали, критерием ее окончания, сначала был вот здесь, потом вот сюда опустился. Так вот, пробой этого уровня – это критерий окончания тенденции вниз, достаточно сильный. Это означает, что часть капитала, которая была выделена на долларовую инвестицию, выстраиваемую в месяцах, должна быть закрыта. И должен произойти возврат из доллара в позицию в деньги, то есть в золото. Как мы понимаем эту позицию? При этом она закроется с небольшой прибылью. Причем курсовой будет убыток, то есть, допустим, если мы где-то вот здесь открывались, а за счет процентов небольших, будет копеечка какая-то небольшая прибыли. Так, будут в основном только проценты. Курсовой будет небольшой убыток. То есть мы заработали только на тех процентах, которые попытались получить по депозиту. Квартальный критерий на коррекцию вниз, вот здесь, в середине 2020 года, был очень-очень слабенький и ненадежный. В основном он трактовался как критерий закрытия длинной позиции в золоте против доллара, которая могла быть открыта вот здесь. То есть вот здесь по квартальным данным могла была быть открыта длинная позиция в долларе, а квартальный сигнал на коррекцию трактовался как закрытие вот этой длинной позиции в золоте против доллара. То есть это покупка золота в кредит. Мы подробно похожую ситуацию с длинной позицией в золоте за счет кредита рассматривали в ролике «Золото $4», часть 2. Как в 3 раза увеличить доходность, не меняя стратегию. Ролик от 16 декабря 2021 года. Ссылка в конце этого видео и под ним в описании. Это означало, что если по месячным критериям можно было рискнуть инвестиции в доллар, вот здесь вот, в размере 10-15% от капитала, то позиция по квартальным критериям могла быть только в 5-10 раз меньше. То есть 1, 1,5-2% от капитала. Из-за мелкости мы ее разбирать не будем,
Но напомню только критерии ее закрытия, то есть закрытие квартальной позиции, если она все-таки немножко чуть-чуть открывалась. Это пробой вверх уровня 1920 и уровни 1970-1980. Вот здесь вот. Два вот этих уровня – это уровни, это критерии закрытия квартальной позиции. Одновременно уровень 1920 – это сильный критерий для роста в месяцах, а уровень 1970-1980 – это критерий продолжения долгосрочного роста, который мы раньше обсуждали в роликах, где говорили о глобальных тенденциях. Я понимаю, что все это достаточно сложно для восприятия, но рынок выглядит и живет именно так. То есть он достаточно многоплановый. Если вы слышите фразу типа там вот это вот так и это вот так, и все кажется просто и ясно, то скорее всего это неправильно. Все эти простые комментарии, они рассчитаны на то, что людям хочется простых, ясных, четких объяснений и четких указаний. Но всегда получается так, что мир устроен несколько сложнее. Тем не менее, я сейчас попробую достаточно коротко резюмировать то, что мы здесь говорили. Произошедший пробой вверх критерия окончания коррекции вниз золота, то есть это пробой вот этого максимума. Ну, грубо говоря, 1880, максимум октября. Означает, что позиция в долларе может и должна быть закрыта с возвратом в золото. Закрытие может быть сделано или по текущим ценам, ну, то есть, грубо говоря, там, сейчас, или можно поступить чуть сложнее. То есть разбить это закрытие на три части. Первая часть, то есть первая процедура. То есть закрытие какой-то части позиции в долларе, ну, скажем, мы разбиваем, то есть три действия на три части, там, ну, процентов там, по 30 с копейками. Первая часть – закрытие доллара и возврат золота по текущим ценам. Вторая и третья части, то есть они условные. Закрытие долларов и возврат в золото или на пробое вверх уровня 1920, то есть он пока еще не пробит, вот этот вот уровень, или на пробое максимума февраля, там, где он сформируется. Он сформироваться может в двух местах. Либо ниже уровня 1920, либо уже выше его. То есть вот три критерия. То есть в зависимости от того, где сформируется максимум февраля, уровень 1920 он уже точно известен, как бы, и частично по текущим ценам. Покупка по текущим ценам может быть скомбинирована. То есть сейчас внимательно смотрите и слушайте, потому что вот это достаточно сложная вещь для понимания, как бы, то есть, может быть, даже придется пару раз пересмотреть, как бы. То есть вот первую часть закрытия по текущим ценам мы можем скомбинировать со вторым и третьим способом, то есть с разбивками на пробой. То есть, грубо говоря, вы встаете в покупку в район 1840, где-нибудь вот сюда вот, допустим, 1860. То есть вот здесь стоит покупка. То есть на 30%. В случае, если рынок до вас опускается, то есть вы покупаетесь. Ну и дальше у вас уже работают вот те две покупки, которые мы говорили. То есть на пробой либо вот этого максимума, либо февраля, где он сформируется. То есть вы стоите вот в этой покупке где-нибудь в районе 840-860. Ну, может там чуть повыше, чуть пониже как бы. Но как страховка у вас стоит сначала пробой вот этого максимума. И если он не будет в феврале пробит, то она переносится в максимум февраля. То есть если она в феврале не сработала, эта покупка, то на март у вас перенесется, и максимум 920 не был преодолен, то у вас на максимум февраля перенесется одна покупка на пробой, а одна та, которая стоит просто покупка. То есть либо она срабатывает, либо пробой максимума февраля. И в случае пробоя максимума февраля у вас срабатывают две покупки и остается третья. Если же максимум февраля был выше, то есть, тогда примерно так же все работает. Только вместо максимума февраля у вас стоял пробой максимума 1920. Достаточно сложно, но
все очень и очень регламентировано. То есть просто внимательно еще раз посмотрите, послушайте, поразбирайтесь по графику. Он прямо на экране как бы есть. И тогда станет более-менее все понятно. В случае реализации тех двух критериев, которые мы сейчас обсуждали, я ожидаю приостановки или консолидации золота в районе 2050, где-то в пределах конца апреля, начала мая. То есть, это один из самых оптимистичных сценариев. Все сказанное не является рекомендацией или побуждением к действию. Это мое частное мнение. Поскольку мы сейчас говорим о сберегательной позиции, то есть о структуре капитала, то нужно сказать о том, что считать для себя длинной позицией или позицией в кредит. Это очень важно. Если у вас есть непогашенный потребительский, ипотечный кредит или любой другой займ или долг, которые не позволяют вам с высокой уверенностью и предсказуемостью сформировать неснижаемый остаток средств менее чем на 3-5 лет, то для вас любая операция с активами – это операция в кредит, то есть длинная позиция. То есть позиция с повышенным риском. Если же при этом еще будет открыто и кредитное плечо на бирже, то это будет двойной кредит. Это еще более рискованно. И когда вы смотрите ролики с предложениями формирования так называемого пассивного дохода или долгосрочного капитала, вы должны понимать, что все это для инвестиций из собственных средств. В том контексте, как я только что говорил. В качество этих рекомендаций из-за их неимоверного количества я, естественно, не вдаюсь. Это не мое дело. Если бы говорили о более рискованной стратегии, в нашем случае, то она предполагала бы открытие на пробое максимума февраля длинной позиции. То есть вот здесь вот. Но не более 10-15% от всего капитала. Это обуславливается тем, что зона разделения сценариев 1670-1920 достаточно широкая, то есть размер риска приличный. Во-вторых, вероятностные характеристики показывают, что пока еще приличная вероятность в ближайшие несколько месяцев имеет сценарий колебания в диапазоне 1770-1920. То есть золото еще имеет вероятность вот тут поколебаться достаточно прилично. Вероятность этого сценария, конечно, ниже, чем сценарий роста, но она есть. Поэтому объем длинной позиции очень небольшой. А длинной позиции я сейчас говорю не для того, чтобы подбить вас на нее, а наоборот. Я примерно показываю методику расчета рисков и говорю о размере рисков, чтобы немного вас оконсервативить. Что еще всегда нужно помнить при работе с золотом? Если вы оказались в золоте, о форме пока не говорим. Об этом есть целый ролик. То самое худшее, что может произойти в кратко-среднесрочном горизонте, его покупательная способность может колебаться в диапазоне 10, 20, 25%. Это максимум рисков. В случае, если у вас нет кредитного плеча. Это очень важно. Но по сравнению с валютами и депозитами, вероятность получения более качественного результата на горизонтах 7-9 лет будет очень высокой, даже при почти случайных решениях о покупке. Помимо этого, у вас будет очень высокая кредитоспособность на экстренный случай, если вдруг возникнет необходимость. Но еще раз хочу подчеркнуть, что этот канал и то, о чем я говорю, это не о сидении в золоте и о его складировании и плясании вокруг него при свечах, а о качественном и осмысленном управлении своими резервами. Мы пока еще не добрались до индексов, но ситуация требует сделать комментарий по фондовым рынкам. Большинство рынков, фигурально говоря, накренились. В валютах адекватно трактовать динамику сложно. Это потому, что сейчас важны достаточно длинные тенденции и их трактовки. Вы это можете чувствовать по попыткам некоторых экономических аналитиков, а в особенности политических комментаторов, искать аналогии сегодняшнего дня с событиям в событиях 80-х, 90-х и 20-х, 30-х годов прошлого века. Политические комментаторы это чувствуют по схожести масштабов и структуры противоречий. А вот у экономических аналитиков получается плохо.
Вся проблема в том, что они не могут видеть правильную картину из-за того, что единицы, в которые они меряют процессы, доллар, то есть доллар США, начиная с конца 60-х, постоянно и сильно меняла свое внутреннее содержание. Заметьте, что все экономические законы, насколько их можно назвать таковыми с точки зрения научного подхода, были открыты в период до 1950-1960 годов. Это как раз эпоха, когда, за редким исключением, поддерживало золотое обеспечение денег. Это было и во времена Адама Смита, и Маркса, и Фишера с Кейнсом. Все их результаты были получены на основе временных рядов экономических данных, полученных в условиях, когда фактически деньгами было золото. После того, как доллар был отвязан от золота, фактически в конце 60-х от евро в 1976 году, применимость этих законов и методик управления на их основе, мягко говоря, сомнительна. Выражаясь математическим языком, над независимой переменной были произведены нелинейные преобразования, а вид законов остался неизменным. В повседневной жизни это примерно похоже на ситуацию, как если бы вы ездили на машине, у которой каждый день, перед тем, как вы сядете за руль, меняют спидометр, и он работает и отражает скорость совершенно по-другому, а также сильно перенастраивают работу коробки передач, педали газа и руля. Нечто чуть похожее вы испытывали, когда пересаживались с одной машины на другую, но только чуть-чуть. Чтобы аналогия с ежедневной пересадкой была полнее, необходимо при этом менять длину километров в спидометре, значение градусов в углах поворота и содержание передаточных чисел коробки передач. Если при этом еще ежедневно менять качество топлива в баке, то аналогия будет более-менее похожей. Именно поэтому, несмотря на реальные ощущения у людей и глюки у политаналитиков, у экономических аналитиков, правильно трактовать реальность получается не очень. И в определенной степени действия финансовых властей, начиная с МВФ, могут быть иногда забавны, а иногда нести в себе очень серьезные риски. Адекватнее об экономике говорит Хазин, потому что у него хорошее математическое образование, и он по старинной госплановской традиции меряет экономические процессы не только деньгами, но и в натуральных показателях. Но есть более естественный способ нивелировать эти проблемы. Вернуться к способу измерения экономических процессов, которым пользовались тогда, когда эти так называемые экономические законы и формулировали. Для нас это имеет не абстрактный академический интерес, а чисто практические цели. Логика здесь очень простая. Текущая ситуация, грубо говоря, состоит из двух составляющих. Непосредственно из экономических закономерностей и из инфляционного тумана поверх них. Но зарабатывать мы можем и на смене реальной экономической конъюнктуры, и на инфляции. Но для этого их необходимо сначала разделить. Это можно делать через отображение в золоте. Мы это немножко попробовали сделать на примере недвижимости в ролике «Как в 3 раза увеличить доходность инвестиций в недвижимость при помощи золота». И в ролике, и на примере американских 30-летних облигаций в ролике «Роль золота в определении качества облигаций, недвижимости, акций и так далее» от 15 февраля 2022 года. Ссылка на них в конце этого ролика и под роликом в его описании. Отображение событий реальным способом, то есть в золоте, показывает, что достаточно высока вероятность формирования условий для развития событий на фондовых рынках по сценарию, похожему на начало 2020 года. Прямой аналогии, конечно же, нет. Я говорю только о сопоставимости возможных масштабов движений. И отличие в том, что как минимум на сырьевых рынках ситуация пока несколько сильнее выглядит, чем на фондовых рынках. Сейчас я сформулирую несколько критериев, реализация которых увеличит вероятность развития тенденций, о которых я только что говорил. Но подчеркиваю, что всегда, когда мы говорим о будущем, причем не только о рынках, а вообще о любом прогнозе будущего, мы обязаны говорить о вероятности реализации. И чем выше вероятность, тем интенсивнее наши действия. В рынках это выражается в размере изменения позиции, то есть в объемах. Переходим к конкретным критериям. По нашему рынку я буду говорить об индексе РТС. Это тот же самый индекс
Мосбиржи, но рассчитаны в долларе. В нем, естественно, как вы уже понимаете, инфляции тоже уже хватает. Но ее пока поменьше, чем в рублевом индексе. Позже я вам покажу этот индекс в формате имени себя и вас, подписчиков этого канала, то есть в золоте. Я не страдаю манией величия, это шутка. Чтобы слегка снизить излишнюю серьезность и скрасить нудные цифры индексов. Но если шутка понравилась, поставьте лайк и подпишитесь. Но пока за неимением горничной буду использовать индекс РТС. Если индекс РТС опустится ниже своего январского значения 1260, то увеличится вероятность его ускорения вниз. При остановке и коррекции вверх наиболее вероятно в первой половине апреля и в конце мая. Отметьте, что конец мая уже звучал в моем прогнозе. То ли в октябре, я уже сейчас не помню, то ли в декабре, то ли в январе. Ну, то есть эта оценка уже была раньше. Если обозначенные критерии реализуются, то общая стагнация рынка по индексу РТС наиболее вероятно продлится до 2023 года. Особенно если по индексу РТС будут показаны значения ниже 2020 года. То есть сложится ситуация и характер развития рынка будет примерно напоминать период 2012-2015 годов. То есть рисунок может организоваться примерно такой. Аналогичный критерий у Доу Джонса. Это пробой вниз минимума января этого года. 33 140. На первом этапе индекс тогда опустится в область примерно 30 тысяч, но возникнет вероятность того, что это будет только первая фаза падения. Типа волна B в терминах технического анализа. Или это будет первая волна в этой волне B. Похожие критерии у индекса S&P 500. Более острая ситуация и более высокая вероятность для развития тенденции вниз у NASDAQ. Критерий тот же, пробой вниз минимума января 13 719. Если реализуется этот критерий, движение наиболее вероятно произойдет в область примерно 10-12 тысяч. Так же, как и в Джонсе, высока вероятность, что это будет только первая фаза снижения. В Европе наиболее острая ситуация у германцев. Оно и понятно. У них самая экспортная экономика, а впереди маячит расстройство и понос себестоимости производства из-за американской электрогазовой клизмы. Критерий ускорения падения – пробой вниз индексом ГЕР-40, раньше он назывался DAX, минимум января 14 835. Реализация этого критерия будет означать высокую вероятность быстрого перехода индекса в область 13 500-14 тысяч. И также высока вероятность, что это будет только первой фазой. У жопановцев и Китая ситуация технически отличается от Запада, но экономическая причина примерно та же – проблемы с себестоимостью по причине американской электрогазовой клизмы. Критерий такой же – пробой вниз Шанхая минимума января 3355 и Никеем 26 300. Приведенные критерии и ситуация без корректировки, а актуальны 1,5-3 недели. Я специально все критерии сказал в традиционных значениях, чтобы можно было посмотреть на общедоступных графиках. В интернете их как грязи. Но в отображении имени вас и меня, то есть в золоте, некоторые из них уже выполнились. Имеется в виду критерии. Например, в Dow Jones это увеличивает вероятность того, что возможность описанных тенденций очень высока. Графики пока здесь не привожу, чтобы не утяжелять изложение, иначе у вас быстро получится в голове несваряемая каша. А эти данные привожу только для методологических целей. Ситуацию эту будем посматривать и контролировать. Поэтому на этот ролик я в дальнейшем буду ссылаться достаточно часто. Не типа с радостным криком «вот я же говорил», это шутка, конечно. Ссылаться я буду не для этого. По мере наращивания данных на канале я постепенно, чтобы в голове не кашилось, буду эту ситуацию пояснять и показывать, как золото помогает видеть реальный мир, а не нарисованный инфляцией и эмиссиями. Сейчас просто, как бы неожиданно, сложилась очень удобная ситуация для этого. А живой пример в онлайне, он всегда убедительнее. В следующих 2-3 роликах мы посмотрим краткосрочные прогнозы
по золоту к рублю и доллару к рублю. А потом сформируем глобальный прогноз по доллару. И быстро глянем историю и глобальный прогноз по золоту в рубле. Если вам интересно, что будет дальше, поддержите нас, поставьте лайк и подпишитесь. Желаю всем ясности, спокойствия и уверенности. А это, как известно, залог здоровья. И до новых встреч на нашем канале.